Ну вот, кстати, Ефремов очень хорошо показал. Он же вот свою книжку «Тофономия геологическая». Что такое тофономия? Это тафа – могила, а аномия – закон. Закон могилы, закон захоронений. Он показал, что вот эти самые африканские, он, конечно, кайнозою мало посвятил, но там где-то 3,5 страницы, но тем не менее довольно емко он туда вставил. Он показал, почему сохраняются вот эти остатки именно вот кайнозойских четвертичного периода, потому что, ну, грубо говоря, вот буквально последнего миллиона лет там или 2 миллионов лет, вот они сохраняются потому, что минеральные натеки есть. Во-вторых, препятствуют разложению остатков вот эти нефтеносные слои, там асфальтовые лужи, разные, так сказать, потом укрытия типа пещер, карстовые трещины, туда человек попадает или животное попадает, оно сохраняет. Вот, и сама вот это укрытие, оно надежным является таким. Вот, и на основе этого делают вывод об эволюции, что, собственно, вот раньше типа таких людей не было, а вот сейчас вот 2 миллиона они появились. На самом деле все очень просто объясняется, что как раз вот эти вот возможности сохранения остатков, более-менее близких к нам по времени, они свидетельствуют не о том, что люди недавно появились на планете, а о том, что просто условия сохранения их благоприятные. Но пещеры, они же разрушаются со временем, минеральные натеки тоже, и нефтеносные слои, они тоже уходят. Эти остатки разрушаются. Поэтому мы не видим в более древних пластах остатки как бы людей. Ну так, в массовом порядке. А потом людей-то и массово не может быть. Они же, обладают уровнем культуры, они, в общем-то, уничтожают трупы, как правило. Ну, либо хоронят их, что равносильно уничтожению, потому что они гниют в земле, в открытой. Либо, так сказать, просто сжигают, либо просто уничтожают. Ну, по крайней мере, никто специально их в какие-то без доступа кислорода не помещает вот в эти околоводные пространства илистые, песчаные, где они могут сохраниться и так далее. Но даже если это произойдет, это единично, это все равно, что иголка в стоге сена искать. Ну, есть следы людей очень древности, феноменальные, там до 150 миллионов в Техасе, там вот там есть следы динозавров и следы, похожие на людей. Недавно, вот буквально в 60-е годы относительно, было обнаружены в Казахстане такие следы, в общем, вместе со следами динозавров. Тоже, не то чтобы человеческие, но похожие. Вот, потому что время прошло много, и 150-170 миллионов, и трудно сказать вообще, по крайней мере, там есть пятка выраженная, есть свод, свода нет, но, по крайней мере, как бы от пальцев какие-то вот эти самые. В Китае там найдены, по-моему, нефритовое изделие, по-моему, 6 тысяч лет назад, примерно, вот изображение дракона. То есть уже были. Китайская цивилизация, она вообще была во многом создана кочевниками европейскими, которые по евразийским степям тут кочевали до китайского Ордоса и до Тихого океана, фактически, Монголии там и так далее. Вот. Я не знаю, откуда берутся вот эти легенды о драконах, о летающих, причем змеях, о многодыщих. Мне кажется, что это даже божества какие-то были. Вот в иранской мифологии это просто там как бы божества. Вот это трехглавые драконы и потом шестиглавые, девятиглавые. Это просто языческие божества, мне кажется так. Вот. И потом же это мигрировало в церкви. То есть церкви многоглавые, они как раз были, я считаю, что это вот морфология, это дом Бога, и тело Бога они реально воспроизводили. А почему многоглавый, вот трехглавый змей, допустим? Потому что один змей богатство приносит, другой счастье, там третий загробный мир. Голова как бы вот это. И как раз вот эти 3 огня зажигали, вот индоевропейцы древние, вот в святилищах, они были 3 огней, потом 7 огней. Отсюда идут вот эти вот, сначала иранцы взяли этот, перефразируя вот это вот по архангелам, 7 архангелов, потом до 3 их сократили архангелов, огненных таких вот, как бы кураторов людей, так скажем. И вот культ Троицы, который в христианство попал, это уже видоизмененный такой вот культ, он через иудаизм прошел, но идет от иранцев, от зороастрийцев, от митроицев, оттуда, с Иранского Нагорья явно. Фактически это вот языческие божества, многоглавые драконы. И вот в Средней Азии, когда, собственно, были вот там
находки недалеко от Хорезма, там, ну вот в этом, в общем, там нашли как раз трехглавые изображения кураторов и охранителей людей. Они похожи и на драконов, и на людей одновременно. Вот что это за божества и как-то их вот... Я думаю, что это связано скорее с мифологией все-таки. Но я могу точно сказать, у меня есть книжка археологическая, там просто описаны эти вот находки, там нашли такой полуразрушенный дворец царя, и за троном царя огромная фреска такая, и там обнаружен конный всадник трехглавый, и он как раз там написано Вишвамитра. Ну, как бы Вишвамитра это... У индусов такое божество, а там написано иранскими буквами Вишвамитра, изображен, значит, одна женская голова, две мужских, одна мужская, одна женская и одна демоническая голова. И все они языки пламени изрыгают, и над ними всеми нимб, огромный нимб такой сверкающий. И вот это божество, ему поклонялись, ну, аналог Троицы такой. И трехглавый вот этот вот зверь-дракон, он фактически явился потом прообразом Троицы. Вот. Но это уже через иудаизм прошло все, и Троица и так далее. А был семиглавый до этого. Вот семиглав и был девятиглавый, по-моему. Ну и вот страх, рах такое существо. Вот страх отсюда, вот он, по-моему, 12 глав имел. Вот, ему 12 голов, ему, в общем, каждой главе жертвоприношения приносили. И вот этих восточных славян есть идолы, они сохранились, 3 глав, например. Ну, это восточных славян, у поляков современных. Ну, не современных, а вот на территории современной Польши, современной Германии, Литвы и так далее. Прибалтики вот обнаружены такие идолы в большом количестве. И пятиглав там обнаружен. Они по-разному назывались. Вот семигол, отсюда семигол, вот это вот божество славянской мифологии, вот тоже семиглавые. Семиглав, там трехглав, пятиглав, ну вот вплоть до рах, вот этот страх, который имел 12 голов. И, по-моему, там было еще божество конское такое, вот они же, скифы, когда они шли, захватывали вот эти вот северные земли, они шли с юга на север, как бы, и они несли с собой эти божества. То есть это, в общем-то, скифские изначально, киммерийские божества многоглавые, они просто пришли и славяне принесли. Ну, по крайней мере, фиксируют многоглавые идолы, вот у всех славян. Поэтому в сказках, когда Иван Дурак там с братьями борется с драконом, там семиглавым, трехглавым, там и так далее, это фактически такой ремейк языческих божеств. То есть он борется как бы уже носитель христианской религии, он, так сказать, но все равно 3 брата там есть, ему помогают 2 брата, то есть это аналог, опять же, этого трехглава. В Эквадоре совсем недавно уже антропологи обнаружили, значит, кости гигантских людей, там популяция целая. Ну, по крайней мере, известно 5 скелетов, довольно-таки полных. Это 2,40, 2,45 где-то. Это, конечно, не бог весть что, но это популяция. То есть это не гипофизарный гигантизм, да, вот когда аномалия развития, и человек вырастает, потому что у него гормоны, самотропин, он вызывает повышенный рост костей лица и ступни и так далее, и рост, вот. А это популяция, это очень важно. То есть это группа, которая размножается, у них гигантизм закреплен на генетическом уровне. В принципе, это вот как феномен стали исследовать. И сразу вспомнили находки 1913 года в Лавлоке, это, по-моему, если не ошибаюсь, штат Техас. Там тоже были найдены мумии гигантских людей, вот, и археологи этим занялись, но так как там добывали мумиё, вот, в общем, часть этих находок повредили и, в общем, растащили местные жители, пока туда археологи доехали. Но осталось 4 черепа. В музее Лавлока они находятся вот, в запасниках. Ну, это такие черепа, они гораздо больше современных черепов. Это американоиды, конечно, но, тем не менее, они 30 сантиметров высотой, эти черепа. И фактически, значит, мы имеем тоже с популяцией. Ну и есть еще данные о гробницах, о разных, так сказать, вот захоронениях в пирамидах находят гигантов. 2,40, 2,50, вот так вот. То есть о том, что, так сказать, есть документальные такие гравюры,
когда вот португальцы завоевывали Америку, они встречали просто вот этих вот гигантских индейцев каких-то. Они были там, ну, вот на метр выше них, по крайней мере. И гравюры сохранились вот как раз такого уровня. Вот в Патагонии это было, там просто такие вот, есть того времени, в 16 веке эти вот гравюры. Ну и есть сейчас скелетов и костей, там ребра кое-какие в музеях, вернее в храмах инков хранились гигантских. Вот, то есть в Америке это, в общем-то, видимо, надо говорить о том, что там просто была популяция гигантских людей. Как это получилось, тоже вопрос большой. Либо они вторично стали гигантами, либо первично. То, что люди могут становиться гигантами, это несомненно факт. А вот, может быть, они ведут какую-то популяцию, свой род от гигантов. Сохранилась, например, кость, бедренная кость, найденная неподалеку от Йоханнесбурга. Она вот в руках антропологов, Франц Тикерей, такой вот исследователь, он директор Института эволюционной морфологии, президент палеонтологического общества ЮАР, и он фактически эту кость хранит у себя в этой анатомической школе в Йоханнесбурге, и он ее показывает. Есть 15-минутный ролик, можно англоязычный, посмотреть эту кость. Вот она обрублена где-то, вот так вот обрублена эта кость. Он сам морфолог, он хорошо и очень понятно объясняет, что она действительно гигантская, она большая, ну, где-то раза в 3-4 больше, чем вот аналогичный обрубок современной кости, современного человека. Фактически он был 3,5 метра, 3,6 метра, так вот по его данным. Он как раз морфолог. Я с ним связался, попросил его 3D-реконструкцию сделать этой кости, но он меня переслал к другим людям. В общем, там на него тоже идет заметное давление, несмотря на то, что он директор института и президент палеонтологического общества, вот такие вещи просто не прощаются. Я еще думаю, как он отважился вообще на такую вещь. Эта кость была в 60-е годы найдена в ванадиевой шахте геологами. И вот по возрасту геологических она окаменевшая кость, то есть это уже говорит о возрасте не маленьком, по крайней мере больше 2 миллионов. А по возрасту геологических пород она датируется где-то 10 миллионов лет. Вот, ну и сами понимаете, 10 миллионов лет человеческая кость гиганта, а мы тут с австралопитеками не можем разобраться, африканскими, а там, ну, естественно, это все опровергает. Полностью опровергает. Значит, была какая-то популяция. Есть еще боскопский тип, так называемые, боскопские гиганты. Остались несколько черепов. Считают, что они были предшественники бушменов, но это возраст где-то 30-10 тысяч лет. Хранится в Дарвиновском музее боскопский череп, боскопа, но он имеет больше 2 килограммов. Большая черепная коробка, очень большая, с развитыми лобными теменными долями мозга. Ну, современные бушмены, которые там живут, у них там в 2 раза меньше все это. Говорить о том, что популяции гигантов не было, это, конечно, блеф. Просто это стараются не говорить. Ну, вот известный палеонтолог голландский Кёнигсвальд, он занимался, он нашел в аптеке Гонконга несколько зубов. Купил, это были человеческие зубы, они в 6 раз больше маляры, ну, то есть коренные зубы в 6 раз больше человеческих зубов. С корнями, все, то есть человеческая эмаль, все, так сказать. Он стал заниматься, обнаружены были остатки, выделили они вот вместе с другим ученым Ван дер Райхом, значит, такой тип, его назвали гигант Антро Блэка, вот, то есть гигантский человек Блэка, ну, Блэк это там по имени спонсора находок. Фактически часть была утеряна, во Вторую мировую войну это все попало, там в связи с пересылками и прочее. Он спрятал, Кёнигсвальд, он сам сидел в японском концлагере, он спрятал бутылочку, все это, и закопал там где-то в доме. Уже после войны стали это изучать и нашли кое-какие фрагменты черепов уже в Индонезии. И вот это вот сначала его назвали мегантроп, ну, потом переименовали несколько фамилий, то есть переименовали его имя. Но мегантроп это большой человек, да. И фактически тоже он был вот по современным прикидкам, этот мегантроп, ну, 3,5 вот так вот метра. Вот если аналогично. Просто там фрагменты, вот нет же полного скелета, понятно, так, ориентировочно.
3,5 метра, ну вот где-то возле этого. Потом были раскопки, уже Кёнигсвальд, Ван дер Райх после войны продолжили, они, значит, были в китайских пещерах, пещеры Гигантопитека, так называемые. Вот пещеры Гигантопитека, они в Бирме, они не только в Китае, в районе Севалийских холмов на границе Индии, Пакистана и Китая. И фактически в районе там были найдены кости, но в основном зубы. Зубов много, зубов гигантов. И челюсти, нижние челюсти. Вот. Они такого человеческого типа, не обезьяньего. Очень уменьшенные клыки. И вообще видно, что у ранних гигантопитеков у них была более человеческая морфология, а поздних более обезьянья. То есть появляется у них диастема, промежуток между зубами для вставления, то есть клыки возрастают, вот, и челюсть приобретает более такую обезьяньепообразную форму. Это говорит о том, что и в линии гигантопитеков была эта деградация. Ведут они свой род от, видимо, гигантских людей. Причем ранние гигантопитеки, они скромнее по размерам, а более поздние, они более такие, совсем уж гигантские. Там около 3, даже некоторые исследователи 4,5 метров дают им высоту. Вот наш советский исследователь Якимов, он считал, что, значит, гигантопитек, мегантроп, вот эта популяция достигала 5 метров, а весила полтонны. Вот эта особь. Потом переменили свои отношения антропологи. Во-первых, это все так замалчивается отчасти. А во-вторых, они говорят, зубы большие, челюсти большие, а так как ничего не найдено, то, может быть, это как у парантропов. Вот были большие зубы у парантропов, массивных австралопитеков. Все остальное довольно-таки скромное. Вот, и, мол, дескать, и у этих типа того. А на самом деле они не такие уж и большие были, 2 с кепкой там, и все. Вот. Но эти такие логические рассуждения, если бы хотели, они бы давно уже поехали и раскопали. Но так как раскопок там не ведется, а я думаю, там можно найти, наверняка. Особенно в пещерах Гигантопитека, там просто местные жители собирают это все. Они же, как считают, у них поверье, что это зубы дракона. Они это все перемалывают в порошок, и эти зубы дракона, и добавляют в пищу. В общем, это у них лекарство такое. То есть они ни одну челюсть, ни один скелет вот этими перемололи вот таким образом. Поэтому можно выкупить даже у них, вот были бы деньги. И у меня даже был знакомый, вот Кашницкий, он в МК работал, вот, ему один бизнесмен предлагал посмотреть кость, вот он ездил, он даже, по-моему, репортаж сделал об этой кости, в МК прошел, но это было там лет 15-20 назад. Вот, бедренная кость большая, она у него хранится но я этой кости, к сожалению, сам не видел, не знаю, подделка, может быть и реально. Вот, есть в московском Кремле что-то нашли, гигантский череп. Вот тот же Кашницкий мне об этом говорил. Вот гигантский череп, такой он не полный, конечно, но все-таки. И изучали это дело. Тоже данных никаких нет, куда он девался и где он сейчас, непонятно. Вот Кашницкий уже умер. Были находки тоже уже связанные с территорией современной России, конечно, были, но вот как-то я так особо не припомню. У нас просто здесь сохранность плохая находок человеческих. У нас нет вот такого рифта, как в африканской этой пустыне в Восточной Африке, где это все лежит на поверхности окаменелости, когда там расходится и все пласты вскрываются. Вот этого нет у нас, конечно. Если степь, она не способствует сохранению остатков. То есть все это гниет спокойно. И потом были какие-то, вот сейчас я просто не вспомню, были какие-то свидетельства о том, что участвовали даже в турецкой, монгольской, монгольская ига, так называемая, там были вот такие их называли девы, они участвовали в армии, буквально там, Тамерлана и прочих разных. Это же характерно для более ранних всяких походов иранских царей. Вот здесь, в Скифии, они то же самое, у них было какое-то подразделение, где эти гиганты там с цепями, грубо говоря, чтобы они не убежали, они их использовали как гладиаторов таких мощных. Есть гигантская популяция
Белуджистан, вот в этом районе есть еще на Памире, и гиганты тоже живут, они больше 2 метров, и есть памирские и Индия, вот там вот город есть, ну, недалеко тоже вот от Северной Индии, и там тоже, в общем-то, есть популяция гигантов. Вот, тоже они больше 2 метров, их все время набирают вот в эту охрану этого дворца в Дели, вот этих как раз местных жителей. Они европеоиды, но они все европеоиды, индусы, просто у них в большей степени европеоидные черты такие вот проявляются. И вот есть там 19 века вот фото, когда с ними там разные европейцы фотографировались, и 20-го, даже начало 20-го. Вот они где-то даже и плеча, ну не то что плеча, по грудь даже, вот по пояс этим гигантам, а они с ружьями, с такими этими, вот этими, ну своими, как они называют, тюрбанами, вот они охраняют этот Делийский дворец. У банту, вот эта народность, она тоже считается довольно-таки высокая, высокорослая, там есть. Ну и в других местах планеты. То есть, в общем-то, это не такая уж редкость гиганты. Вот другое дело, в общем, откуда и как они взялись, вот это ваш вопрос.